Башни Академии Этельгард пронзали облака, словно каменные пальцы древних титанов, стремящихся коснуться звезд. Это было место, где магия текла в самой воде, в камнях стен, в воздухе, который пах озоном и древними пергаментами. Для тысяч студентов, собравшихся в великом зале, этот день был центром Вселенной. День Вознесения. День, когда юные маги получали не просто посох или книгу заклинаний, а свою душу-близнеца дракона. Каэлен стоял в задних рядах, стараясь стать невидимым. Его мантия была потертой, с заплатами на локтях, признак стипендиата, сироты, у которого не было богатого рода за спиной. Вокруг него шептались, смеялись и нервничали дети лордов и архимагов. «Эй, пустышка!» — раздался насмешливый голос слева. Каэлен напрягся. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы узнать этот голос. Вориан Валдред, наследник самого богатого магического рода на континенте. Высокий, с платиновыми волосами и ухмылкой, которая могла скисать молоко. «Я слышал, что для тебя приготовили особенное яйцо», — продолжил Вориан достаточно громко, чтобы его свита рассмеялась. «Яйцо садовой ящерицы, как раз под твой уровень магии». «Отвали, Вориан», — пробормотал Каэлен, сжимая кулаки. «Тишина!» — громовой голос архимага Эларика, директора Академии, заставил зал замолкнуть. Старик стоял на возвышении перед огромным магическим барьером. За барьером, в мерцающем стазис-поле, лежали они. Яйца драконов. Они были разных цветов. Рубиново-красные для магов огня, сапфирово-синие для воды, изумрудные для земли и ослепительно-белые для воздуха. Они пульсировали жизнью, ожидая того момента, когда магия студента срезонирует с драконом внутри. «Сегодня», — начал Эларик, его глаза сверкали под густыми бровями, «вы перестанете быть просто учениками. Связь с драконом — это не подарок. Это ответственность. Дракон — это не питомец. Это линза, через которую ваша магия обретает форму. Без дракона маг — лишь искра. С драконом он пламя». Церемония началась. Один за другим студенты выходили вперед, клали руку на кристалл призыва, и одно из яиц начинало светиться, подлетая к своему новому хозяину. Вориан вышел с гордо поднятой головой. Едва его пальцы коснулись кристалла, зал залило золотым светом. Самое крупное яйцо, сияющее, как маленькое солнце, подлетело к нему. «Солнечный дракон!» — ахнула толпа. «Редчайший вид, королевская кровь!» Вориан победоносно посмотрел на Каэлена, держа золотое яйцо в руках. Настала очередь Каэлена. Его имя назвали последним. Он шел к помосту, чувствуя на себе сотни взглядов. Он знал правду, которую скрывал от всех. Его магия была странной. Она не зажигала свечи и не поднимала перья. Она просто заставляла вещи исчезать или терять цвет. Он положил руку на кристалл. Ничего. Ни одно яйцо не шелохнулось. Рубиновые, сапфировые, изумрудные. Все они оставались холодными. Кристалл под его рукой не светился, а наоборот потемнел, словно в него влили чернила. По залу пробежал шепот. «Бракованный!» — крикнул кто-то из толпы. «У него нет магии. Зачем его вообще пустили в Этельгард?» Архимаг Эларик нахмурился, глядя на потемневший крест. «Достаточно», — сказал он тихо, но так, что услышали все. «Каэлен из рода. Каэлен никто. Драконы не выбрали тебя. Это редкий случай, но он бывает. Ты останешься в Академии, но перейдешь в касту служителей. Ты будешь ухаживать за чужими драконами, но своего у тебя не будет». Мир Каэлена рухнул. Служитель. Уборщик драконьего навоза. Это был конец. Под смех Вориана и сочувствующие, что было еще хуже, взгляды других, он сбежал из зала. Ноги сами несли его. Он не пошел в общежитие. Он бежал вниз, по винтовым лестницам, глубже, чем позволялось студентам. Он бежал в старые катакомбы, фундамент, на котором стояла Академия. Здесь было сыро, холодно и тихо. Идеальное место, чтобы исчезнуть. Он забился в нишу между статуями забытых королей и дал волю слезам. «Глупая магия», — прошептал он, ударив кулаком по стене. «Глупая школа». И вдруг он услышал это. Зов. Это был не звук. Это было ощущение холода в затылке, похожее на прикосновение льда. «Приди». Каэлен вытер глаза. Зов исходил из-за стены, которую он ударил. Он присмотрелся. Камень был треснут, и из трещины тянуло сквозняком, который пах не сыростью, а чем-то стерильным, как космос. Повинуясь странному инстинкту, Каэлен приложил руку к трещине.
Магия, которая не сработала в зале, вдруг проснулась. Камень под его пальцами не нагрелся. Он рассыпался в пыль, открыв проход. За стеной была круглая комната, не отмеченная ни на одной карте. В центре, на постаменте из черного обсидиана, лежало яйцо. Оно не было похоже на те, что были наверху. Друзья, я вижу, что многие из вас смотрят мои видео, но забывают подписаться. Поверьте, каждый ваш клик — это огромная поддержка для меня. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, оставайтесь со мной. Подпишитесь, это действительно важно. Оно было абсолютно черным, матовым, поглощающим любой свет, падающий на него. Оно выглядело как дыра в реальности. И оно было покрыто цепями, на которых светились руны сдерживания. «Освободи!» прозвучало в голове Кайлана. Голос был глубоким, древним и опасным. «Кто ты?» прошептал мальчик. Он подошел ближе. Руны на цепях вспыхнули красным, предупреждая об опасности. «Запретно. Без дна. Смерть», — читал он древние символы. Это было яйцо, которое Академия спрятала. Яйцо, которое, вероятно, должно было быть уничтожено веки назад. Но Кайлен не чувствовал страха. Он чувствовал родство. Его магия, та самая пустая магия, тянулась к этому яйцу. «Они отвергли меня», — сказал Кайлен яйцу. «Они сказали, что я никто». Яйцо пульсировало в ответ темным ритмом. «Они слепы. Они боятся тьмы, потому что привыкли к свету свечей. Но ты видишь во тьме». Рука Кайлена коснулась холодной скорлупы. Цепи лопнули. Не со звоном металла, а с тихим хлопком исчезновения. Руны погасли. Яйцо пошло трещинами. Фиолетовый свет, холодный и призрачный, вырвался наружу. Скорлупа разлетелась осколками, которые растаяли в воздухе, не достигнув пола. На постаменте сидело существо. Это был дракон, но не такой, как в учебниках. У него не было чешуи в привычном понимании. Его кожа казалась сотканной из теней и дыма, затвердевшего в форму. У него были острые хищные черты, длинный хвост с лезвием на конце и глаза. Глаза были двумя фиолетовыми безднами с вертикальными зрачками, в которых вращались галактики. Дракон был размером с крупную собаку. Он расправил крылья, которые казались лоскутами ночного неба, и посмотрел на Кайлена. «Ты», — сказал дракон, не телепатичен. Он произнес это вслух, и его голос был похож на шелест песка в гробнице. «Ты сломал печать». «Я, Кайлен», — выдохнул мальчик, понимая, что совершил что-то непоправимое и великое одновременно. «А ты?» — дракон спрыгнул с постамента. Он двигался бесшумно, его лапы не стучали по камню. Он подошел к мальчику и втянул воздух ноздрями. «Я Никс, последний из рода пожирателей пустоты. И теперь я твой». В этот момент Кайлен почувствовал рывок в груди. Связь установилась. Это не было теплым чувством, как описывали в книгах. Это было ощущение ледяной силы, вливающейся в его вены. Он увидел мир глазами дракона. Он видел потоки магии в стенах, видел биение сердца мыши в углу, видел тени, которые были живыми. «Пожиратель пустоты?» — переспросил Кайлен. «В книгах сказано, что вы вымерли, что вы были злодеями». Никс оскалил зубы в подобии ухмылки. Его зубы были из прозрачного кристалла. «Историю пишут те, кто зажигает свет, Кайлен. Они забывают, что свет невозможен без тени. Мы не злые, мы равновесие. И мы голодны». Внезапно дверь в тайную комнату распахнулась. На пороге стоял архимаг Эларик. Его лицо было бледнее полотна, а посох в руке горел боевым огнем. «Отойди от него, мальчик!» — закричал маг. «Ты не понимаешь, что ты разбудил?» Никс зашипел и встал между Кайленом и архимагом. Тени в комнате ожили, вытягиваясь в острые шипы. «Он не тронет меня», — сказал Кайлен, и его голос изменился. В нем зазвучали стальные нотки. «Он выбрал меня». Эларик замер. Он смотрел на маленького теневого дракона и мальчика-изгоя. «Дракон пустот», — прошептал директор. «Пророчество теней. Мальчик, ты хоть понимаешь, что ты сделал? Ты только что объявил войну всему магическому совету, просто вдохнув жизнь в это существо. Они не хотели меня», — ответил Кайлен, кладя руку на голову дракона. Ощущение было странным, будто трогаешь сухой лед. «Теперь у меня есть свой путь. Этого дракона нужно изолировать», — твердо сказал Эларик, шагая вперед. «Он опасен. Он питается магией других». Никс открыл пасть, и в его глотке закружила черная дыра. «Пусть попробует забрать», — прорычал дракон. «Мы давно не ели архимагов». «Нет», — Кайлен остановил дракона. «Мы не убийцы. Профессор, я останусь в Академии.
У меня есть право. Устав гласит, любой студент, установивший связь с драконом, имеет право на обучение, независимо от природы дракона. Статья 4, параграф 12. Я читал это в библиотеке, когда прятался от других. Эларик прищурился. Он медленно опустил посох. Ты умен, Каэлен. И дерзок. Да, закон на твоей стороне. Пока. Но запомни, пустота — это не игрушка. Она поглотит тебя, если ты дашь слабину. С этого дня ты не в касте служителей. Ты — особый случай. Но не жди, что тебе будет легко. Мир боится того, что стоит рядом с тобой. Архимаг развернулся и пошел прочь, бросив через плечо. И держи своего питомца подальше от солнечного дракона, мистера Валдреда. Свет и тьма при встрече обычно взрывают. Когда шаги стихли, Каэлен осел на пол. Ноги дрожали. Мы напугали директора. Нервно хихикнул он. Никс свернулся клубком у его ног, превращаясь в лужицу тени. Это только начало, мой всадник. Они будут бояться, а потом они будут уважать. А пока у тебя есть что-нибудь поесть? Я бы не отказался от пары слитков маны или, может быть, маленького привидения. Каэлен посмотрел на своего дракона, на свою новую судьбу. Он больше не был пустыш, он был всадником пустоты. И Этельгард еще не знал, что его ждет. Новость о том, что пустышка Каэлен не просто нашел дракона, а разбудил легендарного монстра из детских страшилок, разлетелась по Академии быстрее, чем огненный шар. На следующее утро, когда Каэлен вошел в трапезную, гул голосов мгновенно стих. Сотни глаз уставились на него. Никс, который теперь мог уменьшаться до размера кошки и прятаться в тени под мантией Каэлена, недовольно заворчал в его сознании. Они пахнут страхом и овсянкой. Неприятное сочетание. Каэлен сел за самый дальний стол. Обычно здесь сидели изгои, но сегодня даже они отодвинулись от него подальше. Тень упала на его тарелку. Вориан Валдред стоял над ним, а на его плече сидел маленький золотой дракончик, пускающий дымные кольца. Дракон Вориана, Соларис, выглядел величественно, даже будучи размером с ястреб. «Значит, это правда», — протянул Вориан. «Ты нашел себе питомца на помойке истории. Мой отец говорит, что твою тварь нужно уничтожить, пока она не съела кого-нибудь». Из-под стола выскользнула тень. Она поднялась по ножке скамьи и материализовалась на плече Каэлена. Никс в своей уменьшенной форме выглядел как изящная статуэтка из черного стекла. Но его фиолетовые глаза горели недобрым огнем. Соларис, золотой дракон, вдруг зашипел и попятился, прячась за голову хозяина. Его свет померк рядом с Никсом. «Твой фонарик нервничает, Вориан», — спокойно сказал Каэлен, отламывая кусок хлеба. «Может, ему стоит поменять батарейки?» Вориан покраснел. «Это темная магия. Ты оскверняешь Академию. Жди турнира 4 стихий. Никто. Там нет мест теням. Там только чистая сила. Соларис испепелит твою кляксу». Он развернулся и ушел, но все видели, как его дракон дрожал. «Турнир?» — спросил Никс. «Звучит как отличная возможность показать им, кто здесь на вершине пищевой цепи». «Турнир 4 стихий», — объяснил Каэлен мысленно. «Это соревнование для первокурсников в конце года. Испытание полета, боевой магии и тактики. Победитель получает доступ в высшую библиотеку и личное покровительство архимага. Обычно там побеждают огненные или воздушные. Первые недели обучения были адом. Профессора боялись Никса. Учитель по уходу за магическими существами, старая ведьма мадам Гризельда, отказалась подходить к парте Каэлена ближе, чем на 3 метра после того, как Никс случайно съел тень от ее указки. Но настоящая проблема была в другом. Магия Каэлена не работала, как у всех. На уроке заклинаний, когда другие учились зажигать светящиеся шары «Люмос Солярис», у Каэлена получались только сферы абсолютной темноты, которые высасывали тепло из комнат. «Мистер Каэлен!» — кричал профессор Флитвик, дальний родственник того самого, но выше и злее. «Вы опять заморозили цветы на подоконнике. Ваша магия деструктивна. Вы не создаете, вы отнимаете». Вечером, сидя на вершине астрономической башни, Каэлен смотрел на звезды. «Может, они правы, Никс?» — спросил он. «Я не герой, я антигерой. Моя магия — это просто дыра». Никс, принявший свой нормальный размер, он рос пугающе быстро и уже был размером с пани, лежал рядом, сливаясь с ночным небом. «Ты смотришь на это неправильно, всадник. Представь лист бумаги. Другие маги рисуют на нем карандашами. Огонь, вода — это краски, а ты — ластик. Ты можешь стереть их рисунки.
Но ты также можешь прорезать дыру в бумаге и показать, что находится за ней. Что это значит? Попробуй не создать свет. Попробуй шагнуть в тень. Вон там, на той башне, горгулья. Представь, что расстояние между нами и ей — это просто тень, которую можешь свернуть. Кайлен встал. Он сосредоточился. Он не пытался лететь или бежать. Он представил, что тень под его ногами и тень на той башне — это одно и то же. Мир дернулся. Тошнота подкатила к горлу. Хлоп. В одно мгновение он перестал быть на одной башне и оказался на другой, в 50 метрах. Телепортация? Ахнул Кайлен. Но это магия высшего уровня. Архимаги учат это годами. Шаг сквозь тень. Для нас это так же естественно, как дышать. Твоя магия — это пространство и пустота. Пока они кидаются огненными шарами, ты можешь просто оказаться у них за спиной. Так начались их тайные тренировки. Днем Кайлен притворялся неумехой, который едва может поднять перо. Но ночью в подземельях или на крышах он учился быть призраком. Никс учил его видеть потоки магии и перекусывать их. Однажды Кайлен смог развеять огненный шар, просто коснувшись его рукой, покрытой теневой броней. Огонь не обжег его, он просто исчез, поглощенный пустотой. Но спокойная учеба не могла длиться вечно. За неделю до турнира в академии начали происходить странные вещи. Студенты находили своих драконов спящими мертвым сном, из которого их невозможно было разбудить. Кто-то выкачивал магию из существ. Сначала пострадал дракон земли второкурсника. Потом водный дракон. Академия была в панике. «Это все он», — Вориан указал пальцем на Кайлена в коридоре. «Его тварь питается магией. Это никто и его пожиратель». Толпа зашумела. «Исключить его! В клетку монстра! Тихо!» Эларик появился из воздуха. Он выглядел усталым. «У нас нет доказательств. Но, Кайлен, пока мы не найдем виновного, Никс должен оставаться в твоей комнате под замком». «Но это не мы!» — воскликнул Кайлен. «Никс питается фоновой маной. Он не трогает других дракон. Я бы не стал есть эту безвкусицу». Фыркнул Никс. «Земляные драконы на вкус как грязь». Ночью Кайлен не мог спать. «Кто-то делает это специально», — сказал Никс. «Я чувствую запах. Это не просто болезнь, это ритуал. Кто-то собирает энергию разных стихий. Зачем? Чтобы открыть дверь, которая должна быть закрыта. Кайлен, я чувствую зов. Тот же, что разбудил меня. Он идет из запретного леса». Кайлен знал, что нарушает все правила. Если его поймают — исключение. Но если он не найдет виновного, его обвинят в преступлениях. «Полетели», — сказал он, надевая плащ. Они вылезли через окно. Никс расправил крылья, подхватил Кайлена, и они растворились в ночи. Полет на теневом драконе был бесшумным. Они были невидимы на фоне неба. В центре запретного леса, на поляне древних руин, они увидели фигуру в балахоне. Фигура стояла над алтарем, на котором лежали 3 кристалла с украденной энергией драконов. Зеленый, синий и желтый. Не хватало только красного огня. «Соларис», — прошептал Кайлен. «Им нужен дракон Вориан». Фигура сняла капюшон. Кайлен едва сдержал крик. Это был не чужак. Это был профессор Кроули, преподаватель истории магии. Тот самый, который всегда давал Кайлену дополнительные книги. Кроули начертил в воздухе знак. «Еще одна жертва, и врата хаоса откроются. Лорд Теней вернет». Вдруг ветка хрустнула под ногой Кайлена. Он только учился быть невидимым. Кроули резко обернулся. Его глаза были черными, без белков. «А, наш маленький гений. И его ручная бездна. Ты пришел вовремя. Твой дракон, конечно, не огонь, но энергия пустоты. Она даже лучше подойдет для ключа». «Беги, Кайлен», — зарычал Никс, становясь огромным. Кроули рассмеялся и ударил посохом о землю. Из земли вырвались костяные цепи, сковывая движение дракона. Это была магия некромантии, запрещенная веками. «Твой дракон силен, но он молод», — улыбнулся профессор. «А я готовился к этому 50 лет. Авада». «Нет, это из другой сказки. Мортум винкулум». Цепи сжали. Никс заревел от боли. Кайлен почувствовал эту боль как свою собственную. Он попытался использовать шаг сквозь тень, но пространство вокруг было заблокировано барьером. «Сейчас я заберу его силу». Кроули направил кинжал на дракона. «А ты, мальчик, будешь смотреть». В этот момент в небе раздался визг. Золотая молния упала сверху. Это был Соларис. И на его спине сидел перепуганный, но решительный Вориан. «Отойди от них!» — крикнул Вориан. «Огненный шторм!» Соларис выдохнул струю пламени.
Кроули лениво отмахнулся щитом, но это дало секунду передышки. «Вориан», — удивился Каэлен, — «я следил за тобой, чтобы поймать на горячем», — крикнул блондин, приземляясь рядом. «Но этот псих хочет убить наших драконов. Я не позволю. Вместе!» — крикнул Каэлен. «Никс — поглощение. Вориан — огонь». Впервые свет и тьма работали вместе. Вориан атаковал ярчайшим пламенем, заставляя Кроули поставить световой щит. Но Каэлен использовал пустоту. Эклипс. Затмение. Никс открыл пасть и начал втягивать в себя не воздух, а сам свет щита Кроули. Профессор запаниковал. Его защита исчезала в пасти дракона. «Вы мелкие», — начал он. Барьер пал. Огонь Солариса ударил Кроули в грудь, отбросив его в деревья. Каэлен и Вориан стояли плечом к плечу, тяжело дыша. Их драконы, черный и золотой, рычали на поверженного врага. «Никому не скажешь, что я тебе помог», — сказал Вориан, вытирая сажу с лица. «Только если ты перестанешь называть Никса кляксой», — усмехнулся Каэлен. Но это был не конец. Кроули исчез в вспышке телепортации, оставив после себя лишь смех. «Турнир», — сказал Каэлен. «Он ударит на турнире. Ему все еще нужна энергия. И теперь мы знаем, кто враг». День турнира 4 стихий настал. Вся Академия собралась на гигантской парящей арене, окруженной трибунами. Флаги факультетов развивались на ветру. Каэлен и Вориан обменялись короткими кивками перед выходом. Они не стали друзьями, но между ними появилось что-то вроде уважения солдат, выживших в одном окопе. Эларик объявил начало. Первое испытание. Небесный лабиринт. Всадники должны пролететь через движущиеся кольца, уклоняясь от магических ловушек. Каэлен взлетел. Никс двигался как истребитель, резко меняя траекторию. Другие драконы были быстрее на прямых, но в маневренности теневому не было равных. Внезапно небо потемнело. Магический купол над ареной замерцал и погас. В центре арены возник огромный портал, из которого вышли существа, похожие на горгулей, но из плоти и костей. А во главе их, левитируя, был Кроули. Теперь он не скрывал своего лица, изуродованного темной магией. «Урок окончен, дети». Его голос, усиленный магией, гремел над стадионом. Пришло время экзамена на выживание. Горгули бросились на студентов. Началась паника. Трибуны были отрезаны барьером. Студенты-всадники оказались заперты в небе с армией монстров. «Защищайте младших!» — крикнул Эларик, пытаясь пробить барьер снаружи. Каэлен увидел, как стая горгулей атакует девушку на земляном драконе. «Никс, вниз!» Они спикировали. Теневой клинок. Каэлен создал из воздуха меч из чистой тьмы и рубанул ближайшую тварь. Никс разорвал другую когтями. «Каэлен!» — подлетел Вориан на Соларисе. «Кроули в центре! Он высасывает энергию арены! Он хочет открыть врата прямо здесь, используя страх толпы как топливо! Нам нужно добраться до него!» — крикнул Каэлен. «Но у него щит из некроэнергии. Мне нужно подойти вплотную», — сказал Никс в голове. «Я могу сожрать этот щит, но я буду уязвим. Я прикрою!» — крикнул Вориан. «Эй, пустышка, давай покажем им, что бывает, когда смешиваешь солнце и затмение!» Они рванули к центру. Горгульи пытались их остановить. Каэлен использовал свою фирменную технику. Он не стрелял в горгулей. Он открывал маленькие порталы прямо перед ними, так что они врезались друг в друга или влетали в собственные заклинания. Вориан же работал как огнемет, сжигая все на пути. Они прорвались к Кроули. «Глупцы!» — завопил предатель. «Я стану богом». Он метнул в них копье из зеленой молнии. «В стороны!» — скомандовал Каэлен. Они разлетелись. Никс оказался прямо под Кроули. «Давай, Никс!» Глотка. Бездна! Дракон открыл пасть. Реальность вокруг Кроули начала искажаться. Щит некроманта, состоящий из душ и магии, начал затягиваться в пасть дракона, как дым в пылесос. Кроули закричал. Его сила исчезала. «Соларис! Дыхание сверхновой!» Вориан направил своего дракона в пике. В тот момент, когда Никс сорвал щит, Соларис ударил потоком белого огня. Удар был такой силы, что взрывная волна сбила обоих всадников. Кроули рухнул на песок арены, дымясь и лишившись сил. Портал над ареной закрылся. Горгульи рассыпались в прах, так как магия, поддерживающая их, исчезла. Тишина повисла над стадионом. Каэлен с трудом поднялся. Его мантия была разорвана, лицо в ссадинах. Никс лежал рядом, тяжело дыша. Его теневая форма была нестабильной. К ним бежал Эларик и другие профессора. «Вы живы?» — голос директора дрожал. «Вроде бы».
прохрипел Вориан, помогая подняться своему дракону. «Но если вы поставите мне неуд по боевой магии, я пожалуюсь отцу». Кайлен посмотрел на своего дракона. Никс подмигнул ему фиолетовым глазом. «Вкусно. Немного горчит, как старые носки, но энергии много». Прошел месяц. Академия восстанавливалась. Кроули был заключен в самую глубокую темницу магического совета. Кайлен стоял на той же астрономической башне. Теперь он не был изгоем. Студенты здоровались с ним, а некоторые первокурсники даже просили показать теневые фокусы. Его статус служителя был аннулирован. Он был официально признан первым за 300 лет рыцарем пустоты. Дверь скрипнула. Вориан вышел на балкон. «Ты опять здесь», — сказал блондин без обычной злобы. «Здесь тихо. Слушай», — Вориан замялся. «Мой отец был в ярости, что я сражался бок о бок с тобой. Но я сказал ему, что если бы не ты, я бы стал кормом для горгулей». Кайлен улыбнул. «И что он?» «Сказал, что у Валдредов долгов не бывает». Вориан бросил Кайлену мешочек. «Это чешуя звездного дракона. Редчайший ингредиент. Усилит твою мантию. Считай, мы в расчете». Вориан ушел. Кайлен остался один с Никсом. «Мы неплохо справились, всадник», — сказал дракон, глядя на луну. «Но я чувствую, что в тенях еще много чего прячется. Кроули был лишь «Знаю», — ответил Кайлен, поглаживая холодную голову дракона. «Но теперь мы готовы. Пусть приходит. У нас есть тень, у нас есть огонь, и у нас есть вся Академия». Он посмотрел вдаль, где башни Этельгарда сияли в ночи. Это был его дом, и он будет его защищать. Мальчик, который был никем, и дракон, которого боялись все, стали его лучшими защитниками.